Привет, с вами Корней. Недавно ко мне подошел внук и спросил: дед, почему в зеркале левая рука становится правой, а правая левой? Ну, я ему ответил, что таково свойство зеркал, что направления в них меняются местами. Внук задумался и ушел. Но минут через 5 он снова подошел ко мне и спросил: дед, а почему тогда верх и низ не меняются местами? И тут уже задуматься пришлось мне. Я действительно не знал ответа. Ну, как вы видите, действительно, ведь в зеркалах левая и правая часть меняются местами, а верх и низ нет. Это, если задуматься, парадоксально. Ведь на самом деле все направления должны быть равноценны. А для зеркала почему-то этот закон не соблюдается. С этим вопросом я стал подходить к своим друзьям. Они тоже ничего не могли ответить. Один только высказал предположение, что, может быть, это связано с расположением наших глаз. Левая и правая меняются в отражении, потому что у нас глаза расположены слева и справа. Ну, эту теорию можно было легко проверить. Можно просто подойти к зеркалу и закрыть один глаз и убедиться, что ничего не поменяется. То есть дело, конечно, не в глазах. Я думаю, что дело в гравитации. Каким-то образом гравитационное поле Земли воздействует на отражение в зеркале, что вот вдоль силы притяжения изображение фиксируется, поэтому верх и низ не меняются местами. А перпендикулярно этой силе происходит смена, то есть левая и правая меняются местами. Почему я так думаю? Ну, потому что ведь свойство, это свойство зеркала, оно повсеместно по всей Земле, а люди, как вы понимаете, расположены под разными углами на Земле, потому что Земля круглая. Следовательно, дело именно в гравитации. Именно она придает такое свойство отражению. И я задумался о том, каково это будет в космосе, на других планетах. И вот эта фотография, американский астронавт на Луне, мы видим отражение в стекле его шлема, и наблюдаем, что да, этот закон соблюдается и там тоже. То есть мы видим лунную поверхность снизу и темное небо сверху. То есть действительно дело в гравитации. И, кстати, раз уж речь зашла о космонавтах, я хочу, воспользовавшись случаем, поздравить всех с наступающим праздником 12 апреля, День космонавтики. Он наступит через 12 дней. Именно тогда Гагарин совершил свой первый полет в космос. И задумавшись о космосе, я задумался об одном возможном интересном эксперименте. Ну, к сожалению, сам я его, конечно, не могу поставить, но это все равно интересный эксперимент. Между Землей и Луной существует так называемая точка Лагранжа. Это точка, в которой притяжение Земли и притяжение Луны равны друг другу. Ну, Луна менее массивный объект, поэтому эта точка располагается ближе к ней. Но все равно есть эта точка. И вот в этой точке, где притяжение со стороны Луны и Земли равны друг другу, она может раскрыть какие-то феноменальные свойства зеркала. Ведь тогда изображение действительно уже потеряет вот эту способность ориентироваться по гравитации. И что тогда получится? Может быть, верх и низ в зеркале будут меняться местами, а может быть, лево и право не будут меняться местами, а может быть, произойдут какие-то иные феноменальные изменения в отражении зеркальном, о которых мы сейчас даже не можем представить. Если у вас есть по этому поводу какие-то мнения, какие-то мысли, пишите в комментариях, мне было бы интересно. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.